Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что вы оставите в старом году, а что приобретете в новом. У нас будет 3 позиции, первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте посмотрим, что же вы оставляете в старом году. Что вы не возьмете с собой? Так, что вы оставляете в старом году? Что уходит? Что же уходит вместе со старым годом? Напряженное какое-то состояние у вас уходит время перемен. Вы знаете, такое ощущение, что год был для вас очень таким суетным, очень неспокойным. Стремились куда-то постоянно бежали, спешили, торопились, старались что-то сделать. И вот это состояние спешки, стремление к цели, оно было связано с таким напряжением. Дворец мечей — это, знаете, такое состояние, когда все пронизано этой холодной энергией. Приходилось думать, приходилось быть холодными, приходилось быть напряженными. И здесь это было связано с каким-то таким важным, значимым событием. Карта «Страшный суд» — это как, знаете, какие-то перемены, когда-то это перерождение, когда-то это вот прям реструктуризация какой-либо сферы, отрасли вашей жизни. И вот эти напряженные моменты, они действительно уходят вместе с уходящим годом. Они вас оставляют, а вы, собственно, оставляете их. А что вы заберете с собой в Новый год? Что вы возьмете, что вы несете с собой в Новый год? Что же вы несете с собой в Новый год? Чувство гармонии. Вы делаете выбор сердцем, вы выбираете гармонию. И это такое состояние очень-очень весьма гармоничное, прекрасные карты. Во-первых, вы в ресурсе, вы берете с собой умение владеть своими чувствами, своими эмоциями, умение контролировать себя. Вот это напряжение уходит. Вы будете пребывать в таком спокойном и гармоничном состоянии. При этом ваше гармоничное состояние, оно связано с тем процессом, в который вы погружены. Тройка Пентаклей — это вообще прекрасная карта. Во-первых, это про создание чего-то стабильного. Во-вторых, это про созидание. Ну, создание, созидание одно и то же. И вероятнее всего, здесь будут всегда находиться люди. Это не те люди, которые прям безумно важны в вашей жизни, да, вот в достижении поставленных целей, а те люди, которые выполняют роль, вот знаете, как служебные слова, да, в русском языке, это союзы, предлоги, это те элементы, с помощью которых достигаем цели. Так вот, здесь будут обязательно те люди, ни в коем случае нельзя уменьшать, умалять их роль в вашей жизни, но они, тем не менее, ну, не так значимы, как члены вашей семьи. Это, скорее всего, кто-то из коллег, скорее всего, там, ну, это могут быть психологи, это могут быть там портные, да, которые шьют вам одежду, это могут быть парикмахеры, стилисты, которые создают вам антураж, хорошее настроение. Но, тем не менее, при помощи этих людей вы достигаете такого очень гармоничного состояния и настроения и умеете достичь необходимых целей. Так вот, эту ресурсность и гармоничное состояние вы берете с собой. Судя по всему, перемены связаны с тем, что достигнуты желаемые цели, а если не достигнуты, то вы научились перестроиться таким образом, чтобы вот это напряжение ушло, и вы сумели двигаться вперед к намеченным целям в состоянии гармонии, в состоянии ресурсности и умения держать контроль над ситуацией. А давайте посмотрим, что вы отпустите навсегда, что вы оставите в прошлом. Не только в уходящем году, а что никогда больше к вам не вернется. К чему вы никогда не вернетесь, что вы отпустите навсегда. Что вы отпустите? Скуку, грусть, тоску, состояние безысходности. 8 кубков, да, 4 кубков. Вы знаете, никогда
скорее всего, эти чувства, они связаны с каким-то родным, близким человеком, потому что десятка кубков– это карта, ну, в идеале семьи, это карта родственности душ, но, скорее всего, здесь вот это состояние тоски, оно связано с грустью о ком-то из близких. Возможно, были какие-то потери, расставания, и вот, знаете, есть такое определение, да, отгоревать. Вот, скорее всего, вы отпустите те моменты, которые заставляли вас огорчаться, грустить, переживать вот это вот расставание, переживать какую-либо утрату. И с вами будет вот это состояние ресурсности, а какие-то настроение уныния, да, и апатии, депрессивные состояния, они все-таки уйдут. Вы научились себя контролировать, направлять энергию в нужное русло, и вот это состояние, оно будет с вами теперь всегда. Давайте теперь посмотрим, что же принесет вам Новый год, что нового появится. Понятно, что силы, ресурсы вы забираете с собой из текущего времени. А что принесет Новый год? Что будет у вас нового в вашей жизни? Что нового будет в вашей жизни? Смотрите, у многих здесь отыграется такое, что пришлось, вот карта «Страшный суд» очень часто отыгрывается на заключение расторжения брака. И в данном случае это расторжение брака, да, какого-то. У многих здесь, у большинства, закончена история одной семьи. Скорее всего, это расставание с тем человеком, который длительное время был вам дорог. Ну, грубо говоря, это развод, да, это разрыв каких-то отношений. И здесь окончательно будет поставлена точка. Обязательно вы обретете новую семью. Десятка пентаклей, иерофант. Это прекрасное состояние. Здесь у вас обязательно будет семья, которую вы обретете, которая будет соответствовать вашим мечтам, вашим желаниям, которая будет соответствовать, знаете, вот традиционным ценностям семейным. У многих отыграется то, что вот если это не развод, да, если вы остаетесь в той же самой семье, здесь будут решены какие-то, знаете, такие семейные вопросы, которые, возможно, становились причиной конфликтов, недопониманий. Это все уйдет. И тяжелый период здесь заканчивается. Заканчивается тяжелый период, сложности заканчиваются. Приходит момент, когда вы просто поставили точку, когда вы просто закрыли дверь и поняли, что вы не хотите возвращаться в то сложное для вас время, в те сложности, которые были у вас в уходящем году. Поэтому взамен вот этим трудностям приходит прекрасное состояние благополучия семейного, партнерского, и оно характеризуется, ну, иерофант — это прекрасная карта традиционных ценностей, официальные отношения, партнерские отношения прекрасные, замечательные, которые полностью отвечают всем вашим представлениям об идеальной семье и об идеальных отношениях. Карта императрицы, да, совершенно верно. У многих здесь также отыграется долгожданная беременность и материнство. А давайте посмотрим, каким будет главное событие Нового года. Главное событие Нового года. Четверка пентаклей. Ну, у многих может быть наследство, но наследство не такое, когда, хотя может быть потеря близкого, может быть здесь такое, что да, действительно, наследство, оно актуально для многих, и это событие, ну, вступление в наследство не всегда, конечно же, это положительные моменты, но у вас все пройдет в самом лучшем ключе. Смотрите, двойка кубков, шестерка кубков. Здесь самым главным событием является партнерство, умение сохранить то, что вам важно, то, что для вас значимо, дорого. Это союз, ну, речь у нас и шла о семье, просто у каждого это отыгрывается по-разному. У кого-то это развод и заключение новых официальных
семейных отношений, у кого-то это преобразование сложного периода в партнерских семейных отношениях в более легкий, продуктивный и замечательный. Да, у многих отыграется беременность, у многих отыграется рождение детей, поэтому все, что связано с семейным благополучием, с партнерством, с детьми, ну и у кого-то еще плюс наследство отыгрывается. В целом, год для вас будет прекрасным. Здесь девятка кубков на обороте. Давайте еще напутствие посмотрим. Давайте еще напутствие посмотрим на грядущий год для вас, единички. Напутствие для вас, совет. Любите. Живите, наслаждайтесь жизнью. Ни в коем случае не теряйте веры в себя. Если у вас на пути становится выбор, либо какие-то сложности, трудности, умейте их преодолеть. И ни в коем случае не падайте духом. Паж кубков – это чувство. Это, знаете, вот ребенок, он верит в чудо. И вам важно сохранить в себе вот это умение верить в чудеса, верить в искренность, верить в любовь, верить в доброту. Потому что, судя по тем событиям, которые будут происходить, да, которые происходили, это нужно обязательно сделать. И поймите, что выбор всегда за вами, решать всегда вам. Порой может не получаться осуществить какие-то планы вот сиюсекундно, но важно понять, что рядом в грядущем году у вас все это будет проходить очень легко, потому что вы будете в ресурсе. Во-первых, рядом будут люди, которые готовы вас поддержать. Во-вторых, вы здесь уже закалены, вы умеете управлять своими эмоциями, своими чувствами, желаниями и так далее, и так далее. Поэтому вам будет несложно, вам будет легко справиться даже с самыми трудными трудностями. Вот такой был прогноз для единичек на грядущий год в нашем интересном раскладе. Идем ко второй позиции. Что уходит вместе со Старым годом? Что уходит? Какая атмосфера уходит? Что вообще вас покидает? Очень интересно. Во-первых, кто-то меняет работу, либо кто-то уходит с работы, да, для кого-то может наступать такой период, такое время, когда вы либо меняете вид деятельности, либо просто уходите в отпуск, да, просто хотите отдохнуть. Очень у многих отыгрывается такое, что уходят переживания, связанные с третьими лицами в отношениях. У кого-то это расставание с подругой, у кого-то это такая ситуация, когда уходит из отношений соперница. У всех это по-разному. В любом случае уходит женская фигура, переживания и какие-то моменты, вот, связанные с работой. У каждого это свои моменты. У кого-то это смена, как я уже сказала, трудовой деятельности, у кого-то это просто смена рабочей деятельности на такую вот сферу отдыха. А что вы заберете с собой в грядущий год? Что вы заберете с собой в 2023 год? Все, что вам дорого. Вот все, что вы считаете вам необходимо. Ну, во-первых, вы хорошее настроение, вы умение наслаждаться жизнью берете с собой. Умение выбирать. Смотрите, какими бы ни были условия, в которые ставит вас жизнь, вы всегда умеете находить плюсы. В любой ситуации вы умеете делать правильный выбор. Вы умеете находить положительные моменты и радоваться жизни. И вы умеете сохранять то, что вам дорого. Это отношения, это какие-то, вот знаете, те моменты, эти те ценности и духовные, и материальные, которые вы действительно считаете значимыми для себя. У кого-то это знакомство, у кого-то это какие-то связи, навыки, умения, абсолютно все, что угодно. А давайте посмотрим, что вы отпустите навсегда, что никогда больше к вам не вернется. Что вы отпустите навсегда? Иерофант.
Смотрите, у кого-то здесь действительно отношения были под угрозой. У многих здесь была соперница, и отношения семейные, либо партнерские, они вот прям на волоске были от разрыва. Возможно, вы находились на расстоянии с любимым близким человеком. Возможно, ну, здесь одно на одно могло накладываться, да, расстояние спровоцировало появление соперницы, либо же появление соперницы, оно спровоцировало дальнейшее расстояние между вами и вашим близким человеком. Тем не менее, вот эта сложная ситуация, она уходит навсегда. Судя по всему, вы сумели сохранить все, что для вас дорого, и забрать это вот с собой дальше в грядущий год. А что принесет вам Новый год? Что нового будет? Вот совсем нового. Совсем нового. Что будет? Император. Смотрите. У многих здесь, опять же, общий расклад. Мужчина проявит, ваш постоянный партнер проявит себя ответственным, проявит себя таким человеком, который готов выдерживать вот все бремя, которое ложится на его плечи. Плюс здесь такое состояние, когда приходят возможности как-то вот получить те шансы, которые идут к вам в руки, и применить их. У многих это связано с заработком. Смотрите, здесь, поскольку у нас работа изначально, у многих здесь смена либо сферы деятельности на какую-то более высокую руководящую должность, а у кого-то это вот именно работа на себя. Плюс, если мы говорим об отношениях, это та ситуация, когда мужчина проявляет себя вот как настоящий мужчина, как истинный герой. У кого-то отыграется такое, что вот для тех, у кого не было отношений, либо же для тех, чей союз не выстоял в том формате, в котором хотелось бы. Скорее всего, появится новый человек, новый мужчина, новый партнер, который будет готов подарить вам ту стабильность, в которой вы нуждались. Далее смотрите, что у нас будет главным событием Нового года. Давайте посмотрим. Главное событие Нового года. Семья. Четверка жезлов – это семейный праздник, стабильность, совместное проживание. Шестерка кубков. Что-то очень долгосрочное, что-то связанное с детьми. Семья, любовь, стабильные отношения. У большинства здесь речь идет вот именно про стабильные отношения. И все-таки у большинства здесь не новый человек. Ну да, у кого-то действительно будет отыгрываться то, что либо свободны были, либо отношения не выдержали. Но у большинства здесь именно то, что вы устраните, точнее самоликвидируется соперница, вы сумеете сохранить то, что для вас дорого, спасете ваш союз от неминуемого разрыва, распада, мужчина проявит себя как истинный, такой вот, знаете, император, отец, муж. И шестерка кубков, это, знаете, связь времен, это как прошлое, настоящее, будущее, это семейное торжество, свадьба, совместное проживание, рождение детей. Шестерка кубков, опять же, для многих это рождение детей, для кого-то это вот какие-то приятные мгновения, связанные с прошлым, и все сводится к любви, все сводится к счастливому союзу. Поэтому двоечки, у вас здесь, скорее всего, Санта-Барбара, и вокруг нее все вращается. Приятным бонусом становится то, что есть возможность обрести свой бизнес, есть возможность уйти из работы по найму в предпринимательство, в сферу работы на себя. А каким будет напутствие или совет для вас на предстоящий год? Каким будет напутствие для вас? Семья, берегите семью, ориентируйтесь на семью. Легче и проще воспринимайте все, что происходит. Умейте обойти острые углы и обязательно двигайтесь к цели, которую вы ставите перед собой. Обязательно ориентируйтесь на
те моменты, которые для вас приоритетны. Двоечки, прекрасный расклад, прекрасный прогноз для абсолютного большинства, да, для абсолютного большинства из вас здесь такой момент, когда все вращается вокруг семьи, вокруг партнерства. И, как я уже сказала, приятным бонусом это какие-то приятные перемены, да, такие глобальные перемены в сфере работы, когда есть возможность уйти в предпринимательскую деятельность, в сферу работы на себя, в сферу создания какого-то источника дохода, который будет принадлежать непосредственно вам. Благодарю двоечек. Идем к третьей позиции. Что же уходит у троечек вместе со Старым годом? Что уходит? Что уходит? Вы знаете, вообще здесь такие моменты, когда приходилось для того, чтобы жить в достатке, для того, чтобы как-то вот обеспечить себе состояние комфорта, вам приходилось буквально, ну я не знаю, землю рыть, вам приходилось справляться с трудностями, постоянно бороться, постоянно вот доказывать, что вы достойны, вы можете. Это такие трудности, которые связаны с тем, что вы хотели, вы хотите обеспечить себе вот такое комфортное существование, да, комфортную жизнь, комфортные условия для жизни. Поэтому вот эти трудности, они, конечно же, скорее всего, вас порядком изматывали, вас как-то утомляли. А что заберете с собой в Новый год? Что заберете с собой? Умение радоваться жизни. Умение радоваться жизни. Причем, вы знаете, судя по всему, вы уже заработали свой такой нормальный, как это сказать, мешочек с деньгами, да, вы финансовую подушку для себя уже создали. И поэтому вы забираете с собой, во-первых, умение радоваться жизни, ну и умение тратить. Вы заработали в прошлом году, в уходящем, а теперь вы можете позволить себе вот именно все заработанное тратить. Ну, умение тратить деньги никому из нас не чуждо. Но я не могу сказать, что это какие-то негативные моменты. Здесь, скорее всего, все самое сложное остается позади. Давайте посмотрим, что вы отпустите навсегда. Что вы отпустите навсегда, что оставите навсегда в прошлом. Что вы оставите навсегда в прошлом. Какие-то страхи, переживания, и эти страхи, скорее всего, связаны с мужчиной. Эти страхи, скорее всего, связаны с человеком в вашей жизни. Император – это может быть начальник, руководитель, это может быть ваш папа, это может быть ваш мужчина, ваш партнер. А что принесет вам Новый год? Что будет нового? Вот совсем нового. То, чего раньше не было. Шестерка кубков. Ну, во-первых, для многих это может быть что-то хорошо забытое старое. Вот что-то, что давно вы оставили в прошлом. Но это приятные моменты. Скорее всего, здесь удастся завершить какой-то разговор, который не был завершен. Здесь какие-то моменты, которые тянулись из прошлого, и вот, знаете, как будто бы застряли. Их возможно будет доработать, их возможно будет, знаете, вот как-то вот продолжить. Я не могу сказать, что это совершенно что-то новое. Для многих здесь отыграется рождение детей, наступление беременности.
И это действительно весьма положительные карты, это весьма положительные события. Но здесь, знаете, какие-то такие ситуации, которые тоже потребуют определенного рода дискуссий, определенного рода каких-то энергетических, эмоциональных затрат. Вам придется вот как-то постараться, действительно постараться потрудиться. А каким будет главное событие Нового года для вас? Главное событие Нового года для вас. У меня так собака храпит рядышком. Я не знаю, вам слышно или нет. Лежит, храпит. Итак, какое будет главное событие грядущего года? Вы знаете, а главным событием, скорее всего, будет вот этот момент, когда возвращается какая-то история из прошлого. Вот я не могу сказать, опять же, что это совершенно новое для вас какое-то событие. Возможно, никогда человек не возвращался, да, о котором идет речь. А с чем это связано? Ну, конечно, у каждого по-разному. А с чем связано? Шестерка пентаклей. Это какие-то партнерские отношения. Семерка кубков. Да, это какие-то деловые партнерские отношения. Это что-то связанное с той ситуацией, когда вы с кем-то взаимодействовали. И вот эта история из прошлого, она не была завершена. Вам удастся ее приятно завершить. И главным событием станет то, что трудности закончатся, компромиссы будут найдены. Действительно, это примирение. Шестерка кубков очень часто на примирение выходит. И тройка кубков здесь же. Такое ощущение, что действительно с кем-то помиритесь и наладите старые контакты, старые отношения. А каким будет напутствие для вас, совет для троечек? Каким будет напутствие, совет? Ведите себя мудро, ведите себя очень мудро. Вот таким образом, чтобы вас можно было ставить в пример, таким образом, чтобы вам ни в коем случае не было стыдно за свое поведение. Если будет стоять вопрос о том, чтобы восстановить какие-то отношения, заключить брак, то, конечно же, карты советуют это сделать. Заключаем брак. В основе всего должны лежать отношения официальные. У многих отыграется то, что, возможно, где-то рядом несвободный мужчина, несвободный человек. В данном случае его действующий брак нужно ставить в приоритет. Ни в коем случае не стараться как-то навредить вот этим вот семейным отношениям. При этом, смотрите, так интересно, вести-то себя нужно таким образом, чтобы было не стыдно, да, чтобы это не противоречило каким-то морально-нравственным принципам. Но, вы знаете, говорят, на войне и в любви все средства хороши. Для того, чтобы достичь желаемой цели, можно применить разного рода такие вот манипуляции, но опять же, таким образом, чтобы вам не было потом стыдно. Вот здесь, конечно, очень тонкая грань, постарайтесь ее уловить. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что вы поймете вот всю эту тонкость, всю эту суть того, что карты хотят вам сообщить. Поэтому вот такая не совсем простая ситуация у троечек. Тем не менее, давайте еще раз, каким будет год грядущий для вас? Я не могу сказать, что здесь какие-то там супер переломные моменты будут. Очень мало старших арканов. Здесь, знаете, здесь все сводится к тому, что важно обязательно всегда вести себя очень достойно, таким образом, чтобы вот действительно можно было сказать, что вы духовно выросли, пройдя какие-то вот те испытания, которые выпадали на вашу долю. Но все равно мало спокойствия будет, я бы сказала. Мало спокойствия будет. И все равно
Ваш год будет наполнен каким-то, вот знаете, стремлением вперед, движением вперед, желанием достичь каких-то целей. И вам нужно будет, вот знаете, вот продолжать бороться. Скорее всего, не так тяжело, как это было ранее, но все равно год будет для вас не совсем простым. Зато вы все, что будете делать с удовольствием, потому что Паж Кубков — это умение получать удовольствие, это умение каких-то видеть какие-то наслаждения и моменты, которые вас радуют. Вот такой был прогноз для троечек. Благодарю всех за просмотр. Я буду благодарна всем за обратную связь. Для меня это очень важно. Очень важно знать, как отыгрываются общие расклады. Я благодарю всех за то, что были со мной. И до встречи в новых видео.